Дорогие мои зрители, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина Брилева, кто еще не знает. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Сегодня хочу показать вам полностью аппаратную обработку стопы и пальчиков. В данном случае поступили жалобы от клиентки, что у нее болят боковые валики внутренней стороны больших пальчиков и внешней стороны вторых пальчиков. Есть проблема с врастанием ногтей. Сейчас все по порядочку посмотрим и обсудим. Процедуру, как обычно, начинаю с обработки антисептиком. Обработала стопы и пальчики. После полного испарения антисептика приступаю к обработке стопы. Работаю диском М, приклеила файл на 100 грит для первичной обработки стоп и включила аппарат на 17 тысяч оборотов в режиме форвард. Легкими ненадавливающими движениями прохожусь по всей стопе, где есть огрубевшая кожа. Обрабатывая стопы диском, рабочая рука не должна висеть, поэтому нахожу опору мизинчиком или указательным пальцем. Клиентка моя обладательница сухой и тонкой кожи, есть натоптыши и некоторые омазолелости. Именно эти участки прорабатываю диском с файлом на 100 грит. Такую кожу, сухую и тонкую, очень важно не перепиливать. Работать строго в тех участках, где есть натоптыши или омазолелости. Там, где я обрабатываю большой пальчик, четко видно, где есть натоптыш, и рядом тут же у нас имеется тонкая розовая кожа. Вот ее важно не цеплять совсем. Далее меняю абразив на 180 грит, это шлифовочный абразив, промежуточный между полировкой и снятием натоптышей. И обрабатываю всю стопу. Также легкими движениями прохожусь по всем участкам. Шлифовочным файлом я тоже работаю на 17-18 тысячах оборотов на форварде. В ноль спиливать никакие омазолелости нельзя, так как человеку будет просто больно ходить. Такие твердые участки кожи на стопе образуются именно в тех местах, где ей нужна защита. Это, конечно, не значит, что мы совсем не должны ходить на педикюр, пусть там кожа защищается как хочет. Нет. Дело в том, что если запускать такие омазолелости, они потом переходят в мозоли и начинают болеть. Далее потом могут образовываться в мозолях стержни, и тогда на стопе возникает чувство острой боли, при которой очень тяжело ходить. Поэтому всем периодически нужен педикюр, подчищаем мозольки, натоптыши, ухаживаем за стопой, и никаких проблем у вас не будет.
Последним этапом обработки у нас является файл на 240 грит. Это полировочный файл, работаю я им на 20 тысячах оборотов, также на форварде. Не останавливаюсь подолгу на одном участке кожи, а быстро прохожусь по всей стопе, тем самым заполировывая все участки. Теперь перехожу к пальчикам. Давайте же поближе посмотрим, в чем тут проблема. На больших ногтях видна стандартная ситуация, когда есть арка и высокие боковые валики. Естественно, что ноготь впивается в кожу и создает неприятные ощущения. До сегодняшнего визита ко мне моя клиентка ходила к подологу. Подолог, в свою очередь, очень тонко спилила ногтевую пластину. На видео это хорошо видно. Ярко-розовые участки – это спиленная ногтевая пластина. На большом ногте у нас даже имеется трещина вдоль ногтевой пластины. Попросту говоря, ноготь не выдержал того, что он очень тонкий и нагрузки в обуви, и треснул поперек. Это, конечно, не очень хорошая ситуация, так как клиентка может зацепиться этим уголочком за что угодно и сорвать полногтя с мясом. Будет очень больно. Пока я все это вам рассказываю, выполняю аппаратную обработку. Маленькой фрезой бутон на 17 тысячах оборотов на форварде вычищаю птеригий. Далее, работая на реверсе, поднимаю кутикулу юбочкой. Мое мнение в данном случае такое, что если утолщается ногтевая пластина, ее, конечно, можно спилить и спилить по центру, чтобы уголочки приподнялись, чтобы арочка выровнялась. Но, честно говоря, до такого состояния вот тонких таких ногтей лучше не спиливать. Во-первых, вы видите, чем это чревато, тем, что ноготь может просто треснуть вдоль, не выдержать давления. А во-вторых, даже в данном случае это не решает проблему. Теперь фрезой шар синей насечкой срезаю кутикулу. Срез выполняю по влажной коже. Шариком работаю на форварде на минимальных оборотах. Для того, чтобы вычистить кожу, которая набилась под ноготочек, использую ремувер. Жду минуточку-две, пока ремувер размягчит кожу. И далее работаю с помощью кюретки. Далее что-то необходимо сделать с этой трещиной вдоль ноготочка.
Срезать я ее не могу, так как срежется одновременно угол ногтя, что в данной ситуации мы допустить не можем, чтобы он не врастал и не давил. Поэтому я его хочу заклеить с помощью акригеля, чтобы он не приносил дискомфорт моей клиентке. Зашлифовала эту часть ногтя, обезжирила нейл-препом и покрыла тоненько базой. Весь ноготь здесь покрывать не нужно, чтобы не было давления в обуви. Работаю конкретно с этим участком. Распределяю маленький шарик полигеля и отправляю в лампу. Теперь необходимо спилить лишний полигель и покрыть топом. Ремонт нашего ноготочка готов, край не цепляется, нигде ничего не мешает. Теперь последним этапом здесь необходимо сделать тампонаду. Смачиваю капалин хлоргексидином и с помощью кюретки устанавливаю тампонаду. Наша задача уложить подушечку между ногтем и мягкими тканями. Таким образом край ноготочка подастся вверх и он не будет давить на кожу. Таким же образом я установила капалин на второй пальчик с внешней стороны ноготочка. Заканчиваю процедуру, смываю пыль мыльной водой, вытираю насухо салфеткой. Далее смазываю кремом стопы. Использую в педикюре крем профессиональной серии от торговой марки Bayer. Такой пол-литровой баночки мне хватает на год. Это выгодно и крем хорошего качества. Перекрываю ногти прозрачным лаком, чтобы просто добавить им естественный блеск. Вот такой вот получился у нас результат. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Жду ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч!